Всем привет, дорогие зрители! С вами Сеня и новый гайд на карте De Inferno. Данную карту сейчас играют в последнее время все чаще и чаще, и я уверен, что у вас на матчмейкинге она тоже часто появляется в мап-пуле. Итак, карта Inferno. Как защищать Plant B? Изначально, дорогие зрители, два человека должно всегда идти на дугу и откидывать вот такие вот хаешки. Чем они хороши? Тем, что они в любом случае нанесут огромное количество дэмэджа террористам, которые захотят сразу же идти на банан. Поэтому главное отличие данного инферно это как раз таки быстрое занимание банана, а точнее невозможность для террористов быстро занять банан, если игроки защиты сделают все хорошо и грамотно. Но и при этом хорошо и грамотно на этом до Инферно это просто, в отличие от прошлого Инферно, где были колонны и где у террористов был шанс все-таки забежать за колонны и уйти от дамаги, которую могут нанести хаешки. Поэтому обязательно не ленитесь, если есть хае, лучше потратить их в начале банана. Потому что очень часто вы просто погибнете с хаешкой, и никакого дэмэджа, даже условного, она не нанесет. А если вы кидаете такие две хае, вы в любом случае убьете терров, которые будут занимать банан. Ну а дальше дело техники. Откидывается стандартный смог, и в этот смог можно прожать патроны, можно подождать и так далее. Но при этом ожидайте вот этой подсадки, потому что ее часто террористы будут делать. Но справиться с ней довольно легко. Дальше. Тут на этом инферно, как и на прошлом, естественно, работает та же моя любимая фишка. Моя любимая фишка заключается в том, что можно кидать вот такую флешку. Она является моментальной, ну, чтобы об стенку она, правда, не билась. И вы под эту флешку делаете киллы. Причем особенность в том, что желательно все это делать в дым. То есть здесь лежит стандартный смог, который вы откидываете, да, при пассивном дифенсе. И потом в этот смог, когда он развеивается, со временем откидываете флешку. Но ожидайте, естественно, в этой точке террориста, в этой точке террориста. Ну, если вы уверены, что там никого нет, потому что вы просматривали, да, банан до конца. Соответственно, туда можно не смотреть. Плюс, очень интересную фишку, которую я заметил, есть, ну, всем известно, наверное, вот эта подсадка, да, сюда подсаживаются регулярно игроки защиты. Хорошая точка, отсюда всегда можно сделать килл, особенно когда идет раскидка точки Б, естественно, вы спреете, естественно, вы справляетесь с оппонентами. Но никто эту подсадку на матчмейкинге не делает в момент закидки. То есть, представим ситуацию. У вас здесь один игрок основной, и, значит, его начинают закидывать. Он там стреляется, там делает максимум какой-то из ситуации. Вы бежите на хелпу, вы по стандарту откидываете флешку и сразу делаете подсадку со своим вторым тиммейтом, который, ну, бежит тоже на хелпу. Эта подсадка, естественно, при таких раскладах, она вообще никак не читается. Поэтому, когда здесь лежит смог, а вы в этот смог делаете подсадку, то вам прекрасно с этого уровня будет видно, кто же заходит у нас на точку Б. И вы отсюда будете делать просто киллы. Делаете киллы и легко и просто 1-2 минуса. А, соответственно, тиммейт, который сделал подсадку, он идет на церковь, и тут у него своя война начинается. Вот такой вот простой элементарный гайд с несколькими фишками на deinferno.b. Продолжим в следующем выпуске.